Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить шоколадный торт с черносливом и грецким орехом. Вкуснейшие шоколадные коржи, насыщенное пюре из чернослива, грецкий орех, нежный ванильный крем и очень шоколадный крем снаружи. Как всегда, прекрасный состав и хорошее содержание белка. Друзья, вы неоднократно просили меня снять рецепт бездрожжевого хлеба, о котором я говорила в своих постах в инстаграме. Это очень вкусный и ароматный хлеб, который готовится совсем просто. Сегодня этот рецепт вышел на канале моего мужа Артема. Ссылка в описании под видео. И в коржи, и в начинку нам понадобится пюре из чернослива. Я заранее замочила в кипятке 290 грамм чернослива и 100 грамм фиников. Финики нужны здесь для сладости, и всего из двух этих ингредиентов получится очень вкусное пюре. Очищаем финики от косточек и перекладываем в блендер вместе с черносливом. Для легкого измельчения сухофрукты должны быть хорошо замочены. Но если вдруг не удается достичь однородности пюре, можно будет добавить немного воды. Измельчаем сухофрукты с помощью блендера. Мне понадобилось добавить 65 грамм воды в процессе измельчения. Получилось вот такое однородное пюре. 65 грамм этого пюре пойдет в коржи, а все остальное перекладываем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Для коржей нам понадобится 190 грамм муки. У меня это смесь пшеничной цельнозерновой и муки из зеленой гречки. Сюда же добавляем 27 грамм какао. Половину я кладу не алкализованного какао-порошка, а вторую половину алкализованного. Можно взять любой. 15 грамм подсластителя, 70 грамм смеси протеина и сухого молока в любой пропорции, у меня 50 на 50. И 11 грамм соды. Размешиваем все сухие ингредиенты венчиком. Отдельно соединяем жидкие ингредиенты. 5 яиц, 190 грамм смеси йогурта и кефира, 65 грамм пюре из чернослива и фиников. Тщательно перемешиваем венчиком. Пюре, особенно если оно густовато, может не перемешаться полностью. Это не критично. Частично оно смешается при добавлении сухих ингредиентов, но даже если нет, то вкрапления чернослива в коржах точно не повредят этому торту. Всыпаем сухие ингредиенты. У меня какао осталось комочками, поэтому я просеиваю через сито. Тщательно перемешиваем тесто. Вот такое тесто получилось. Перекладываем его в кольцо для выпечки диаметром 18 см. И отправляем выпекаться в разогретую до 175 градусов Цельсия духовку примерно на 40-45 минут. Корж испекся, готовность проверяем деревянной шпажкой. Остужаем его, снимаем фольгу и с помощью ножа отделяем корж от формы. Упаковываем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Для крема нам понадобится 250 грамм мягкого творога и 200 грамм рикотты. Пропорции этих ингредиентов можно менять. Мне в этом торте больше всего нравится такая пропорция. Перемешиваем ингредиенты просто лопаткой. Добавляем к ним 50 грамм сухого обезжиренного молока, 13 грамм подсластителя и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Тщательно размешиваем. Здесь, в принципе, можно промешать ингредиенты блендером, если остаются существенные комочки сухого молока или рикотты. Но не переусердствуйте, долгое измельчение блендером может чересчур размягчить крем. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Перед сборкой торта осталось нарезать коржи. Срезаем шапочку, она нам не понадобится. И этот корж надо разделить на 3 равные по высоте части. Разрезаем не спеша с помощью длинного ножа. Вот такие 3 коржика получаются. Приступаем к сборке торта.
На подложке стоит кольцо диаметром 18 см. Внутри проложена ацетатная лента. Капаем немного крема на подложку и выкладываем нижний корж. В качестве пропитки у меня 30 грамм натурального сиропа со 120 граммами воды. Примерно по 50 грамм пропитки на один корж. Да, эти коржи обычно требуют пропитки. Выкладываем в середину коржа 160 грамм начинки. Разравниваем. Посыпаем грецкими орехами, у меня 55 грамм орехов на корж. Грецкие орехи предварительно замочены, высушены в духовке и нарублены небольшими кусочками. Хорошо прижимаем орешки, чтобы слой был ровнее. И выкладываем половину крема, это примерно 260 грамм. Разравниваем крем. Этот крем по вкусу больше всего похож на сливочно-сметанный или творожный крем из классических десертов. И на мой вкус он отлично вписывается в этот торт. Выкладываем второй корж. Прижимаем. Тоже тщательно пропитываем. И еще 160 грамм пюре. – 55 грамм орехов. Прижимаем. И выкладываем вторую половину крема. Разравниваем. Выкладываем третий корж. Прижимаем. Пропитываем. Тоже 50 грамм пропитки. И оставшееся пюре я предлагаю нанести на самую верхушку торта, чтобы сделать его еще более черносливовым по вкусу. К тому же своим вкусом пюре немного пропитает корж. У меня осталось всего 70 грамм. Это тонкий слой. Распределяю лопаткой по всей поверхности коржа. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник настаиваться как минимум на 5 часов. Осталось приготовить шоколадный крем на покрытие. Для этого понадобится 400 грамм рикотты и 60 грамм шоколада без сахара. У меня горький, вы можете выбрать другой на свой вкус. Главное, следите, чтобы в составе на первых позициях стояло какао-масло и какао тертое. Растапливаем шоколад. Я просто ставлю его на водяную баню, чтобы дно не касалось воды. И иногда помешиваю, чтобы не допустить перегрева. К рикотте добавляем 7 грамм подсластителя. И измельчаем рикотту блендером, чтобы она приобрела однородную консистенцию. В рикотте не должно остаться комочков. Добиваемся максимальной гладкости. Когда шоколад полностью растаял, добавляем к нему рикотту порциями. И сразу тщательно размешиваем. К моменту добавления рикотта не должна быть холодной, чтобы шоколад сразу не застыл. Но на всякий случай я оставляю миску над водяной баней. Я добавлю рикотту в 3 порции. Получается молочно-шоколадный цвет. Сейчас по консистенции крем мягкий и удобный для работы. После застывания он станет существенно более плотным. Выкладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до момента покрытия торта. Когда торт настоялся, снимаем с него кольцо и ацетатную ленту. Как всегда, при сборке торта в кольце идеально ровный результат. Достаем крем. У меня он пролежал в холодильнике ночь, и он очень плотный по консистенции. Покрываем боковую поверхность торта из кондитерского мешка, двигаясь снизу вверх по спирали. И покрываем верхушку торта. Такой застывший крем выдавливается плотной колбаской. Выравниваем верхушку торта. Вот именно этот торт я все же вам рекомендую покрывать мягким, еще не застывшим кремом, потому что плотный крем скользит по слою пюре, и оказалось не очень просто его выровнять сверху. Но все удачно, если не считать нескольких вкраплений пюре на поверхности торта. И выравниваем торт сбоку. Еще раз сверху.
Покрывать торт я буду шоколадной глазурью молочный шоколад, рецепт которой уже есть на моем канале. Сначала сделаю подтеки. Мне, как обычно, удобно это делать из кондитерского мешка. Чтобы покрыть поверхность торта глазурью, ее нужно нагреть до температуры 40-45 градусов Цельсия. Тогда она ляжет ровным слоем. Теперь можно выкладывать декор. Очень удобно это делать, пока глазурь еще не застыла и декор хорошо зафиксируется на ней. У меня в качестве декора грецкие орехи, шоколад, кусочки чернослива и веточки розмарина. Здесь стоит сказать о том, как лучше подготовить чернослив. Его можно, как обычно, промыть и замочить в кипятке, а затем просушить в духовке до нужной степени сухости. Вот такой тортик у нас получился. Очень шоколадный снаружи и очень ароматный. Здесь сразу чувствуется, что у этого тортика внутри. Давайте его разрежем. Вот такой аппетитный разрез. Мне кажется, чернослив, грецкий орех и шоколад просто созданы друг для друга. Вкуснейшие шоколадные коржи, насыщенное пюре из чернослива, грецкий орех, нежный ванильный крем и очень шоколадный крем снаружи. Идеальное сочетание, это очень вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!